Вітаю! Ви в саду Світлани. Світлана це я, а мій сад знаходиться недалеко від Києва. У нас така зима. То сніжок пролітає, то дощ. Якщо ви вже помилувалися у попередньому відео жовтими трояндами, то сьогодні про гортензії розповім. Дуже цікаве. Какая гортензия самая неприхотливая? Какой сорт? Исходя из моих впечатлений и небольшого 5-летнего опыта садоводства. Идемте будем смотреть и узнавать гортензии по сортам. Это третья часть видео. 2 предыдущих я вам оставлю ссылку внизу, если вы еще не видели. Неприхотливая гортензия. Это такой термин, собранный из таких качеств, как выдерживающий морозы сорт, относительно быстро растущий и удивляющий нереальной красотой. Еще очень важное качество неприхотливой гортензии – это засухоустойчивость и жаростойкость. Есть такая. Сегодня как раз этот сорт будет среди 3 ниже перечисленных. Неприхотливая. Но вначале я предлагаю вам проверить свои знания, свою интуицию и определить гортензии по характеристикам и по цветам, соцветиям, какие я вам скажу в начале, как в предыдущих 2 выпусках. Мне кажется, таким необычным, интересным способом можно себя проверить и научиться определять гортензии. Под 1 номером гортензия, которая не меняет свой цвет. Она самая белая из всех метельчатых гортензий, среднего размера. Я знаю, что среди миниатюрных это такой сорт шугараш. Гарантировать про шугараш я ничего не могу, потому что я его только высадила осенью. А про вот этот представленный сейчас сорт могу сказать да. Она самая белая. Вначале они такого зеленоватого оттенка раскрываются, как все сорта, которые белые, а потом превращаются вот в такие белоснежные. Отличительный у нее такой отличительное качество – цветок ровно из 4 лепесточков. Если более замедленную съемку включить и посмотреть на всех цветочках ровно 4 кругленьких лепесточка. Сорт имеет награду премию Королевского садоводческого общества. Соцветия у нее относительно небольшие, но смотря с чем сравнивать, если с фантомом, например, то соцветие 30 сантиметров считается небольшим. Смотря от ухода, от полива, от удобрений, могут чуть-чуть больше быть. И в диаметре до 25 сантиметров его соцветия. Думаю, сорт вы узнали под номером 1. А под номером 2 следующая гортензия. Гортензия номер 2 у меня растет и в штамбовой, и в кустовой форме. Размер средний, до 1,60 м. Соцветие чуть меньше среднего, до 30 сантиметров. Вначале они зеленовато-белые, переходящие в бело-кремовые, а в конце лета, у меня где-то часто в августе такое происходит, превращается одновременно вот в такие розовые соцветия. Букет на ножке. Думаю, вы его узнали, этот сорт. А мы посмотрим 3 гортензию. Красивый цветущий кустарник, очень высокий. Может высоту 2,5, даже и 3 метра достичь.
Темп роста его заявлен как средний, но я не соглашусь. Мне кажется, это быстро растущая гортензия. Очень крепкие ветви, не разветвленные. То есть основная часть ветвей длинные, ровные, сильно не ветвятся, как у хорошего дерева. Они сами держат соцветия, которые довольно крупные, до 40 сантиметров. Цветы 90% стерильные, фертильных очень-очень мало, и они где-то в глубине соцветия. Соцветия меняют цвет на рубиновый, винно-малиновый. Думаю, вы ее узнали. Ну а сейчас посмотрим ответы. Что же у нас за сорт гортензии под номером 1? Это Silver Dollar. Сорт довольно старый. Создан голландским селекционером Питер Цвейненбург. И впервые представлен миру был в далеком 1990 году. Ну, мне кажется, недалекий, но все сравнимо. Как я вам говорила, отличительность особенностью, кроме белоснежного цвета ее, вначале зеленоватым, а потом белоснежным, и почти до самых заморозков она не меняет цвет, слегка может порозоветь. Но это еще от кислотности почвы зависит, какой оттенок появится. Так вот, отличительным качеством этого сорта ровно 4 кругленьких монеточки лепесточка в соцветиях на цветах. Присмотритесь. И как маленькая белая пуговка. У ренсама белая пуговка еще есть, но у него пуговка более бордовая, и по краю идет бордовый у ренсама. Silver Dollar чисто белый красивый сорт. Как у всех гортензий, крупные соцветия. Эта гортензия дает только при короткой обрезке и на одну, на 2 почки максимум. И прореживание побегов, чтобы много не было. У меня, к сожалению, не крупные сильно соцветия. И в этом году один куст сильно пострадал от поздних заморозков. Но могу сказать, что действительно мощная гортензия. До 1,80 м, 2 метров достигать может. У меня где-то 1,60 м. Ну, ее Ванила Фрейс немножко там подвинула. Моим гортензиям 3,5-4 года. Посажены все зелеными черенками, то есть однолетними. Вот так эта гортензия меняет цвет. Видите, белые соцветия — это те, которые я обрезала подмерзшие, и они поздно уже зацветать стали. А более старшие поменяли цвет на розовый. А вот это рядом с лилией, с 2 сторон от дорожки посажена. Гортензия эффектная и легко, как показывает практика, черенкуется. Вот эти срезанные зеленые побеги я просто на клумбу вот так пучком закопала в землю, закрыла от орхидей таким горшочком, и все. Капельная трубка там была, и за все лето все укоренились. В следующем году буду искать им место, рассаживать. Покажу вам весной, как они перезимовали. Растут у меня на полном солнце. Морозостойкость этого сорта довольно высокая, до минус 26 градусов. Думаю, вам не составило труда определить 3-й сорт. Он у меня растет и в штамбовой, как я сказала, форме, и в кустовой, и очень легко дает поросль. Поэтому у меня уже 3 штамба и куст. Этот волшебный сорт называется Magical Sweet Summer. Волшебное сладкое лето. Он был селекционирован в Нидерландах в 2006 году. Средне-новый. Максимальные размеры куста до 1,60 м. Это среднего роста гортензия. Так как размер небольшой, у нее и веточки такие тоненькие, маленькие, но несмотря на это, штамп у меня прихорошенький получился. И 1, и 2, и 3.
В этом году она немножко растрепа такая. Приморозились побеги, цвели не одновременно, одни больше, другие меньше. Ну, обрезка, я думаю, на следующий год я ее поправлю. Еще хочу хакура нишики, кустик отсадить. У меня живая изгородь там из хакура нишики. Слишком уж они поразрастались, ивы. Светолюбива. На солнышке, мне кажется, она лучше растет. У нее из интересности, знаете, что соцветия меняют цвет не постепенно, снизу вверх или как-то, а одновременно все. Раз и превращаются в нежно-нежно-розовые, такие как пастельный перламутр. Не розовый яркий, а такой приглушенный цвет. По-своему хороша. Соцветия плотно набиты, но, как я сказала, небольшие. Как и все гортензии, любят полив. Зимуют все мои метельчатые гортензии без укрытия. У нее морозостойкость немножко больше, до минус 30. Вот так красиво порозовела. Видите, они все одновременно. Но в прошлом году розовый был немножко более спокойный, я бы сказала. Ну, это лето было жаркое, засушливое, но тем не менее, вы видите, как она отлично переносит непогоды, стойкий сорт. Довольно хорошая гортензия для средних размеров. И мы плавно переходим к третьей гортензии, которую вы, конечно же, узнали. Это гортензия Фрейс Мельба. Вот такие у нее узнаваемые цветы. Помните, я вам рассказывала, как определить этот сорт. Зубчики по краям, лепестки вытянутые, и по центру идет как ложбинка, как сложенные самолетиком. Цветочки, когда они только открываются, но они такие остаются, но потом их становится много-много, и они сливаются вот в такую красивую пену, бело-розовую. Побеги крепкие, держит гортензия себя сама. Выведен сорт во Франции селекционером Жан Рено. И для этого ему понадобилось целых 10 лет, чтобы такую красоту вывести. Сорт был представлен миру в 2014 году, относительно новый. И этот сорт получил бронзовую медаль, тоже в этом же году. Вы видите, как она интересно розовеет. На верхушке остается белый хохолок такой, на верхушке соцветия. Этот же селекционер Жан Рено является автором еще нескольких красивенных сортов. Ванила Фрейс и гортензия Диамантина. У кого, если есть такие гортензии, напишите свои о них впечатления. Ну, про Фрейс Мельбу мы все поняли, про ванилу Фрейс мы почти все знаем. Самая, наверное, популярная классическая гортензия. А вот про Диамантина сорт я вообще мало-мало знаю. У гортензии Фрейс Мельба заявлено темпы роста средний. Но я не согласна. У меня вот такие два куста наросли очень быстро. Яркие, эффектные соцветия, немножко узко пирамидальные. И из таких, как помпончиков, собранные. И все вместе смотрятся вот такими соцветиями. Растет на полном солнце у меня. Проложена капельная трубка. Грунты у нас суглинки. Вы часто спрашиваете, как я выращиваю такие красивые гортензии. У нас слабокислые грунты. Специально я не делаю никакую замену и ничего в посадочную яму, кроме садовой земли, немножко песка и хвойного опада не добавляю специально, не меняем грунт. Яркие и красивые они от определенной кислотности. Что я хотела сказать? Я хотела сказать, что это она. Это самая неприхотливая гортензия. Особого полива ей нет. Красота необыкновенная. Она такая от природы. Ничего специально я не делаю.
не вымерзает. Побеги держит сама крепко. Почти не болеет. Ее почему-то даже обходят стороной вредители. Лист немножко удлиненный, зеленый, крепкий. Этот сорт я могу рекомендовать на все 100%. Ну, вы сами видите, как он себя показал. В этом году, если вы смотрели видео, второй куст выдал мне побеги, по-моему, 2 с лишним метра. Будет новый штамп. Ссылку я оставлю про то, как мы мерили там побеги, я показывала вам. Красивый сорт. Цветы, видите, как вначале розовеют, потом винного-малинового цвета становятся. Не могу нарадоваться такой красоте в саду. И хорошо, что я посадила их у входа в сад. Ну, я посадила случайно, я не знала, что такая красота получится. Ну вот, хочу вам предложить этот сорт обязательно в свой сад. Белые хохолки в начале на соцветиях очень эффектно смотрятся. А потом, когда соцветия винные такие темные, и при перепадах температур она вообще как пурпурно-малиновая такая. Очень красивая. Думаю, я ответила на ваши вопросы. Могу утверждать, что самый неприхотливый и выносливый сорт Фрейс Мельба. Задавайте свои вопросы, делитесь впечатлениями. И мне интересно про сорт Диамантино почитать ваши комментарии. Всего хорошего. Встретимся через несколько видео. До встречи!